Всем привет, вы смотрите кофейный блог. Сегодня я покажу, как пользоваться эспрессо-кофеваркой Kaflana Kompressa. Для начала я сварю в ней кофе, чтобы вы просто понимали, как выглядит процесс и насколько это быстро. Начнем с того, что разберем ее. Я не буду использовать эту деталь, пластиковый темпер, ложечку. Это корзинка, в которую будет засыпаться кофе. Трубка для воды, как доставать эту сетку, выбивайте ее, или можно сюда подышать, и она вылетает. Обязательно не забывайте ее устанавливать. И, в принципе, как я это все ставлю дома, вот так вот, чтобы она не контактировала с поверхностью, все чистенько было. Сначала отмерим кофе, я использовать буду 13,5 грамм в данном случае. Я кофе измеряю на весах, потому что так легче не промахнуться, и каждая порция будет стабильно вкусной. То есть, если вы хотите без весов делать, это возможно, но результат будет не настолько стабилен, и, возможно, будете выливать в кружки. Я это не люблю делать. Измельчаю я на уровне 7 в грайндер. Это такое золотое деление, на котором всегда выходит очень хорошо. Для начала я буду заваривать в родную кружку, потом буду показывать со стендом. Со стендом это гораздо легче и гораздо больше контроля. Плюс грайндера в том, что корзинка в нем идеально подходит для компресса. Это логично, они так и задумывали. И остается только вот так вот встряхнуть и придавить. Я использую технику 4 пальцами давлю. И по краям корзинки ощущаю, что все ровно. Даже по темпингу можно понять, хороша ли крупность помола. Если выглядит так, значит все нормально. Дальше закручиваем, при этом не нужно давить. Не давите на саму корзинку, придерживайте как-то аккуратно. И 3 пальцами вот затягивайте. То есть когда уже тяжело идет, не нужно вот так вот прям закручивать, потому что раскрутить будет достаточно сложно. Сейчас осталось залить воду. Дожидаемся 94 градусов. Для этого кофе идеальная температура. Хотя вот 92 уже. Для Бразилии это премиум зерно. Завариваю я первый раз его, так что я не знаю, насколько закладка будет верной. Кстати, что еще я забыл сделать, но сейчас это быстро сделаем. Пока pre-infusion происходит, это не особо важно. Взвесим, сколько будет весить порция. Оттарили стаканчик. Если готовите без стенда, то придется так делать всегда. И я могу сказать, что выходит идеально. То есть капли начали капать именно тогда, когда нужно. Конечно, можно было даже убавить чуть-чуть дозировку, чтобы вода протекала быстрее. Но для премиум кофе, не для спешлти, для премиум кофе это очень даже хорошо. Такой ближе к ристретто получается результат. Поршень упирается уже в основание. И по количеству кофе уже можно понять, что там уже достаточно. Вот сейчас важный момент. Поднимаем до появления пузырьков практически до верха. Все, теперь кофе остановил заваривание, давления там нет. Огромное количество крема. И взвесим 30 грамм. То есть можно было чуть-чуть меньше, в принципе, 31 грамм. Но я думаю, для закладки 13,5 вполне себе эспрессо. То есть это как раз предел эспрессо. После того, как мы приготовили, остатки воды сливаем в кружку. Ну или куда-нибудь сливайте, просто чтобы почистить было легче. Так происходит процесс чистки. 2 раза мы будем поднимать поршень. Вот это первый раз был.
И второй. Производим мы это до появления пены внизу корзинки, чтобы максимально выдавить воду, чтобы у нас таблетка была сухой и особо не пришлось мыть. Если вы будете мыть, то можно, в принципе, разбирать сразу, но можете обжечься горячей водой, так что лучше так делать. В принципе, третий раз уже продавить, и можно будет видеть пену. Вот такая вот пена, можно просто встряхнуть. И достать таблетку. Можно видеть, как у нас прошла экстракция. Более-менее ровная таблетка. И обратите внимание, сколько тут места, какое пространство. При закладке 13,5 грамм. Сейчас это просто выбивается. Прям на стол можно выбить. Я сюда бью. И когда все чистите, я это делаю с помощью кисточки. И мою я ее примерно раз в неделю. То есть я не особо заморачиваюсь. Все, вот так вот она у меня хранится. Выливаю воду. Вот все, в принципе, готов кофе. За 8 минут, конечно, долговато сейчас было. Дома это происходит минуты за 3-5. Такая вот получается таблетка тоже. Можно видеть крупность помола. Если у вас слишком крупный помол, то вы будете видеть большие фракции. Нужно делать чуть меньше. То есть тут все идеально. Можно даже закладку делать 15 грамм и увеличить на один щелчок крупность помола, и тогда будет вообще круто все. Итак, две самые большие проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, это, во-первых, не знают, с какой силой, с каким усилием давить или сжимать кофеварку, и какой необходим помол. Помол вы уже видели, он достаточно мелкий, и если у вас крупный помол, у вас вода будет просто быстро протекать, и меня спрашивают, брак ли это, или что-то с помолом не так. Это с помолом не так, потому что тут брака не может быть, если у вас поршень ходит нормально, продавливает воду, значит все в порядке. То есть он туго идет, все нормально. Кстати, при первом использовании, при вытягивании этой штуки может слетать силикон в поршне. Сейчас он уже плотно сидит, не снять его. В общем, он может слетать и оставаться здесь. Это нормально. Первый раз нужно продавить карандашиком, и тогда все будет работать. То есть больше повторяться это не будет. Итак, начнем с давления. Самое важное, нужно понимать, какое необходимо давление для достижения 9 бар. Здесь это 54 килограмма. Но не думайте, что это много, потому что вы можете сжимать в среднем. Человек, женщина, в среднем 30 килограмм сжимания силы. И у мужчин 50 килограмм в среднем. То есть у кого-то больше, у кого-то меньше. У меня это 54 как раз примерно, и получается я идеально могу 9 бар создать давление. Но на самом деле для эспрессо нет необходимости создавать прям 9 бар. Можно от 5 до 9. Это примерно такие рамки, которые позволяют достаточно хороший напиток получить. И, конечно же, все зависит от кофе. Если вы используете премиум кофе и коммерческий, то там, да, 9 бар это будет вкусно. Если вы используете спешлти кофе, то тогда 7 бар это такая золотая середина. Я как раз ее использую. Я посмотрел, что у меня давление 40 килограмм, это 7 бар, и у меня вот 38 килограмм стабильно получается давить. Я ощущаю уже это давление, у меня тут на ладони обычно отпечатывается логотип. Ну, сейчас, как вы видите, все нормально, это временно, это не больно. Так что с этим все в порядке. Я использую технику давления. Если вы сжимаете, просто знайте, что нужно сжимать со всей силы. Причем на протяжении всего времени экстракции, а это 30-45 секунд примерно. То есть ориентируйтесь на это время, но на самом деле на время я не смотрю. Это нужно, когда вы настраиваете помол, чтобы знать, какие параметры нужно изменить, чтобы примерно вот попасть в эти рамки 30-45 секунд экстракции, чтобы у вас все было нормально.
Чтобы вы знали, какие параметры нужно менять при заваривании. Например, если у вас кофе будет горчить, тогда необходимо снизить температуру или снизить время экстракции, или снизить пропорцию. Итак, как создавать необходимое давление, необходимое усилие? Есть 3 способа. Можно просто сжимать, можно сжимать и давить. При этом я не советую сжимать и давить сильно. То есть если вы сжимаете, давите там 5 килограмм, 10. Если вы будете создавать давление более 54 килограмм, у меня это получилось около 80 или 100 килограмм создать, потому что я сжимал сильно и давил, и у меня погнулось сито. То есть такое делать не нужно, иначе $10 будет новое сито стоить. Так что просто сжимаете или давите. Тут вы точно не ошибетесь, если вы будете давить. И при этом давить можно тоже несколькими способами. Можно вот так вот, можно здесь давить, но при этом главное давить твердой частью ладони, то есть не мягкой, потому что здесь много нервов, и для ладони это не очень полезно будет. То есть здесь где-то размещаете и давите. И при этом не здесь тоже, а ближе к ладони, к кости, чтобы у вас прям вот кость переходила в кофеварку, чтобы передавалось усилие легче. И при этом можно давить еще сверху на ладонь, но это будет больновато, поэтому я обычно придерживаю здесь, чтобы она не качалась, увереннее так происходит давление. И еще одна важная деталь, когда вы давите, нужно располагать кофеварку на уровне колена примерно. То есть сейчас достаточно высокий стол, и чтобы давить, мне придется наклоняться, облокачиваться грудной клеткой. Только так я смогу в данном случае создать необходимое давление. При этом, чтобы научиться создавать нужное давление, конечно же, необходимо провести тренировки. Вы можете сначала просто на весах продавить и почувствовать, какие ощущения будут при давлении, как у вас вес переходит с ног на руки. И вот словить этот момент, когда у вас давление примерно 35-40 килограмм, это будет идеальное. Так что сначала я рекомендую, если вы используете технику давления, она, кстати, легче, не придется напрягаться для создания давления, просто давите, используйте весы для тренировки без кофе. То есть чтобы четко знать, что вы давите с нормальным усилием, не сильно слабо и не сильно сильно, потому что и то будет не очень. Тут нужен баланс. Следующий важный фактор – это сам кофе. Кофе должен быть качественный. Я рекомендую, конечно же, спешлти брать. То есть, если вы берете спешлти, с ним легче гораздо сделать вкусный кофе. Если вы варите коммерческий, то там все очень сложно. Если вы варите премиум, то зависит от кофе. В принципе, можно сварить вкусно, а можно и не очень, зависит от обжарщика еще. То есть спешлти – это меньше брака в кофе, и получается сварить его легче, чем другие виды. Ну, в смысле, чем менее качественный кофе. Конечно же, кофе из магазина я не советую брать, потому что свежие обжарки всегда выигрывает, и берите кофе в зернах. Итак, после открытия упаковки, допустим, прошла неделя с момента обжарки или 2, вы можете пить кофе в течение где-то 2 недель после того, как вы его вскрыли, и при этом кофе будет меняться. То есть после 2 недель, допустим, у него уже будет меньше углекислого газа и меньше будет сопротивления вашей кофейной таблетки, и нужно будет или увеличивать дозировку, или уменьшать помол. Если у вас кофемолка позволяет сделать небольшие изменения помола, изменения крупности, то можно, в принципе, обойтись обычной порцией 14 грамм, уже регулироваться помолом. При этом нужно понимать, что каждое зерно особенное, и придется подстраиваться под каждое зерно. То есть я в данной кофемолке выставил 1 уровень, измельчаю на нем, и, в принципе, меняю только дозировку грамм. То есть это 13 грамм, 14,5. В этих пределах примерно работает все отлично. Следующий важный фактор – это качество воды, потому что она должна быть с хорошим минеральным составом. Если у вас есть в городе Моршинска, то покупайте ее и точно не ошибетесь, а так можете заказывать воду просто на разлив, например, или другую покупную воду, так она будет хорошей. Если у вас осмос с минерализацией, тогда тоже подходит. Если вы просто из-под крана собираетесь использовать воду, кофе будет другой. Возможно, все вкусы, которые в нем заложены, вы не сможете получить в кружке. То есть качество воды – это очень важно. Следующий параметр важный – это температура воды. Здесь особо температура не падает. В кофеварке я измерял со 100 градусов, она падает до 93 примерно, когда заливаешь.
с 96 до 86. Это примерные такие показатели. И получается, особо прогревать ее не нужно, в смысле вообще не нужно прогревать. И если вы используете specialty кофе, можете использовать воду сразу после закипания. Если вы используете премиум кофе или коммерческий, то тут уже нужно будет снизить температуру на градусов 5 и уже ориентироваться, если кружка горькая, если вы все параметры знаете, что все четкие, все идеально заварили, но он горчит, то значит нужно снизить температуру воды в следующий раз. Итак, следующий шаг – это закладка кофе. Сколько использовать? От 10 до 15 грамм здесь работает отлично. При этом я рекомендую использовать 14 грамм, так у вас будет наиболее сбалансированная кружка и легче сварить, потому что если использовать 10 грамм, то можно совершить ошибку. Сейчас я буду использовать 13,2 грамма. Я первый раз сварил, посмотрел, что многовато было. Конечно же, очень важно использовать весы, желательно ювелирные, можно до 10 грамма, но тут больше точности. Так вы четко видите, что у вас кофе будет стабильно одинаковый. Если вы используете кухонные весы, где до 1 грамма точность, то там может быть 10,9 грамм, допустим, или 11,9, и оно будет показывать одно и то же, и это будет совершенно разный кофе. То есть если вам хочется стабильно варить кофе, то нужны ювелирные весы. Но, в принципе, ручные кофеварки, они позволяют заваривать достаточно стабильно, прощают многие ошибки, потому что если это помпа, она давит с одним давлением. Здесь вы можете сами снизить давление вовремя и спасти кружку, и будет у вас вкусный кофе достаточно. Так, сейчас измельчаем. Постукиваем, чтобы кофе распределился получше и чуть-чуть утрамбовался. Делаем это, чтобы равномерная была плотность у кофейной таблетки. И делаем темпинг. Темпинг делать нужно достаточно сильно. Я это делаю до момента, когда кофе прям сильно начинает сопротивляться. Вот сейчас уже кофе дальше не идет. Давление примерно 7 килограмм. Если у вас логотип отпечатывается, то значит помол нормальный. По крупности видите, какие мелкие частицы. Закручиваем аккуратно, потому что если вы сжимаете здесь, то таблетка может деформироваться, потому что это все-таки пластик. Поэтому держите за эти ушки, закручивайте. Сильно закручивать не нужно, потому что силиконовый уплотнитель достаточно хорошо сдерживает воду. И сейчас будем давить на весах. Следующий параметр, который важно понимать, это до какого момента заливать воду. Я заливаю практически до конца, оставляю полсантиметра. Так у нас хватит воды, чтобы заварить кофе, потому что может не хватить, если заливать 60 мл. И плюс у вас будет воздушная прослойка, которая будет мешать создавать нужное давление. При этом, если вы зальете прямо до верха, у вас просто вода выльется по бокам, ничего страшного не будет. Так, 93 градуса в данном случае. Я сразу же буду давить и смотреть на весы, пытаться. Так, 20, 25, 75, почти 26 грамм. Пропорция 2 к 1.
Сбрасываем давление, теперь, может, пару капель будет капать, но это не страшно. Такой вот отпечаток получается на ладони. Проходит он быстро, никаких у вас мозолей не будет. И как выглядит эспрессо. То есть если вы все делаете правильно, настроили помол, давайте с нужным усилием, хорошо затрамбовали, у вас будет нормальный эспрессо. После этого, как всегда, сливаем воду. Со стедом очень удобно это делать, кофеварка всегда на нем стоит. Нужно просто поставить другой стаканчик. Так выглядит пена. Еще раз продавлю, чтобы поршень до конца дошел, не сопротивлялся. Так, и посмотрим на таблетку. Таблетка ровная, все получилось отлично. Иногда она будет неровной, но зависит. То есть ориентируйтесь на вкус в кружке все-таки. Это более важно, чем ровность таблетки. И сейчас я сварил кофе с меньшей закладкой. Давайте сделаем 12,5 грамм, то есть на грамм снизим 12,3 грамма. Посмотрим, какой результат будет, насколько 1 грамм кофе влияет на скорость пролива. В принципе, результатом я доволен даже на такой закладке. Изначально ее можно было делать меньше, но если снизить дозировку, то вода будет протекать быстро. Итак, как же корректировать? Если у вас быстро протекает вода, при этом вы использовали 14 грамм кофе, тут есть два пути. Или вы увеличиваете количество закладки до 15 грамм, или уменьшаете крупность помола. Зависит от того, насколько у вас кофемолка позволяет регулировать помол. Если шаг регулировки маленький, то можно регулировать помолом и оставлять закладку 14 грамм. Если шаг регулировки большой, значит используйте другую закладку. Если кофе получается горьким, пробуйте уменьшить температуру воды, особенно если премиум кофе или коммерческий. Кстати, видно, таблетка не очень ровная получилась, но по вкусу кофе вышел нормальный. То есть вода нашла место, куда ей легче протекать, и там образовалась такая неровность. Еще один вариант, как сделать менее горьким, попытайтесь проливать меньшее количество воды. Для этого идеально пользоваться стендовыми весами, чтобы сразу видеть, сколько воды пролилось, когда останавливаться. То есть, используя весы, вы можете сразу знать, какая у вас будет кружка, а используя визуальный контроль, вы сможете понять, как получилось, и в следующий раз исправить. А здесь вы можете исправлять сразу, как вы варите. Пропорции используйте примерно 1 к 2, то есть засыпали закладку 13 грамм, получили 26 грамм кофе. Если вы используете specialty кофе, я рекомендую 13 грамм 26-29, чтобы вы получили больше вкусов, вытянули из кофе, потому что в specialty кофе вкус хороший. Если кофе получается кислый, или делаете дольше пролив, делайте пропорцию дольше, или поднимайте температуру воды, обычно это помогает. Если вода протекает слишком быстро, то есть сразу начали давить, она начала протекать, тогда необходимо или увеличить закладку, или уменьшить крупность помола. Если вода протекает слишком медленно, допустим, вы давите и 10 секунд нет ни одной капли в кружке, значит остановитесь, разберите и уменьшите закладку или увеличьте крупность помола. В принципе, на этом все. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях и можете добавляться в группу Facebook Koflana Users, там тоже можете найти ответы на свои вопросы.